Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан и Бэрон не могут найти Мирана в его комнате, он беспокоится, что Дилана могли похитить. Баран говорит, что далеко не ушел, не волнуйтесь, мы найдем сына. Они сразу же начинают бегать и искать в саду особняка. Когда Акиф и Берфин слышат их голоса, они бегут на помощь. Когда Акиф смотрит на камеры и говорит, что он не покидал особняк, Баран спрашивает Тарика, есть ли уголок, где Чинар любит прятаться, место, которое ему нравится, и когда Тарик отвечает «я не знаю, куда он идет». Или что он делает, сердится Бэрон и говорит «конечно, ты не знаешь». Дилан идет туда, откуда он всегда убегает. Когда Бэрон следует за ним, Дилан говорит «раньше я все время прятался здесь, и они стоят у двери». Когда Баран говорит «сынок, не заставляй нас ломать дверь, пожалуйста, скажи хотя бы что-нибудь», Чинар говорит, что со мной все в порядке, мне никто не нужен, иди отсюда. Когда госпожа Азадия и господин Кудрет отчаянно пытаются найти Чинара, они звонят Барану Акифу, пока он с ними, и сообщают ему, что нашли Чинара. Когда Тарык захотел немедленно бежать туда, госпожа Азади сказала «Стой, сын мой, его родители позаботятся о нем», а господин Кудрет сказал «Мы знаем о твоих добрых намерениях, но если ты будешь продолжать в том же духе, вы усложните работу Чинара и не позволите ему пойти туда». Как бы ни умоляли Дилан и Баран, Чинар не хочет открывать дверь. Когда Дилан и Баран говорят «давай посмотрим, наши мысли с тобой, нам грустно», Чинар говорит, что ты меня расстроил, на самом деле я этого не хочу, уходи отсюда. Дилан и Баран сидят перед дверью, говоря «тогда давай больше не будем настаивать», рассказывая о подобных привычках Чинара и говоря «мы не уйдем отсюда, пока ты не уйдешь». Чинар берет снежный шар, который взял с собой, и наблюдает. И в нем мать мечтает, чтобы они были с прессой. Дилан и Бэрон говорят из-за двери «мы никогда не откажемся от него, мы всегда будем хорошей командой, самым счастливым трио в мире». Прогуливаясь по саду особняка самолета, он представляет, что ему холодно, и Дилан велит ему взять что-нибудь одеться, там холодно, поэтому он надевает на плечи кардиган, который был с ним у Дилана. Когда Дилан и Баран говорят, что вам что-то нужно из особняка, давайте принесем, Чинар спрашивает, как долго вы будете ждать здесь. Дилан и Бэрон говорят, что мы не уйдем отсюда, пока ты не уйдешь оттуда, а потом говорят друг другу, что даже если наша самая красивая сказка не придет к нам, мы будем под одной крышей, даже если этого будет достаточно. Направляясь к двери, Чинар смотрит на свою фотографию стариком и говорит «меня зовут Чинар Коробей». Пока Берфин и Акиф говорили о Чинаре, Акиф сказал «давайте отложим ужин, если хотите». Берфин уходит, говоря «мне следует держаться подальше от Дилана и Барана, чтобы Чинар мог принять себя, так что давайте поужинаем, но это будет лучше. Будет лучше, если моя мама не узнает об этом в эти дни, я сейчас найду способ вернуться и зайти внутрь. Со стороны». Пока Джейда бормочет и сожалеет о том, что не смогла сфотографировать Берфина, госпожа Хассер говорит «я не понимаю, о чем вы говорите». Джейда меняет тему и говорит «я буду очень скучать по особняку. Каждый день новое событие. Что мы можем сделать, чтобы убедить Тарика остаться в особняке?» «Госпожа Хаджер, я не знаю, я не первый раз разговариваю со своим сыном, самое худшее то, что мы проиграли Коробеям. Если Чинар назовет их матерью и отцом, мы окажемся перед ними». Дверь. Затем Джейда приходит к Тарику и говорит ему, что госпожа Хаджер очень упряма и ее невозможно убедить приехать в Мардин. Тарик говорит, что если он сказал, что не придет, он не придет. Когда Джейда спрашивает, почему Берфин не приедет, я понимаю, что Тарик отвечает «мы не можем мешать Берфину. Любой, кто хочет прийти, может прийти». Джейда говорит «я хотела быть вместе, потому что мы установим новый порядок. И, возможно, вы сможете снова начать лечение ребенка». Когда Тарик говорит «я сказал тебе, что этот вопрос для меня закрыт», а Джейда кладет голову ему на плечо и говорит «я бы хотела, чтобы ты был со мной», Тарик чувствует себя плохо и объясняет «я не хотел тебя расстраивать, это вопрос немного напряженный, особенно в наши дни». Они предлагают приготовить Чинару гамбургер, чтобы он его вытащил, но Чинар резко реагирует «мне ничего от тебя не нужно, уходи отсюда».
Когда лицо Дилана падает, Бэрон говорит: «Терпение, дорогая, нашей величайшей победой будет завоевание любви нашего сына». Когда Баран говорит, что ему следует вернуться в то время и приготовить гамбургер, Чинар кричит: «Ты ушел». Дилан говорит, что твой отец пошел готовить еду, но я здесь и жду. Чинар возвращается и садится, взяв в руку снежный шар. Когда господин Кудрет рассказывает Гэже Азаде, что Баран приготовил еду для его сына и заставил их вырвать корни, чтобы они не выходили из комнаты, госпожа Азаде говорит: «Ну кто мать и отец ребенка, они могут делать все, что задумают». Затем, когда я спрашиваю господина Кудрета: «Мир теперь кажется вам красивее, они каждое утро ходят на прогулку, заботятся о себе, распыляют на головы много духов, есть что-то, что мы нужно знать». Господин Кудрет немного смущается и убегает, говоря: «Нет, мам, я пойду прогуляюсь и подышу свежим воздухом». Пока Баран готовит ужин для Чинара на кухне, Тарику становится любопытно, он приходит и спрашивает о Чинаре, сердится и спрашивает: «Как ты все это время не был отцом?» Просто молчит и слушает. Тугба планирует, чтобы Берфин вышла вечером, и помогает ей подготовиться к вечеру. Акиф с волнением пытается подготовиться к вечеру, и ему помогают госпожа Айхан и Ипек, показывая им, что он примерил. Примерив множество топов, Акиф получает одобрение от Гэжи Айхан и Ипека на последнее, которое он носит. «Ты можешь промолчать Дилану Чинару, но я буду говорить, я понимаю тебя лучше всех, ты чувствуешь себя нелюбимым, потерянным, ты чувствуешь себя очень одиноким, но ты не один, мы здесь, мы все тебя очень любим, мы сохраним твою руку, ты будешь жить безопасно и без страха, мы сделаем для этого все возможное. Сын мой, когда ты позовешь Чинара», — говорит он. В то время как Дилан кричит: «Мы твой отец и я очень тебя любим», я могу повторять это много раз: «Мы тебя очень любим». Бэрон говорит, что еда прибыла и идет вместе с гамбургерами. Дилан говорит, чтобы подбодрить их: «Они выглядят очень красиво, пожалуйста, откройте дверь, попробуйте, если вам это не нравится, вы не будете это есть, без вас оно не пройдет в нашу глотку, и, кроме того, вы злитесь на нас, в чем виноват гамбургер, он вас тут невинно ждет, посмотрите». Чинар открывает дверь, берет свой гамбургер, снова закрывает ее и запирает. Дилан и Бэрон очень счастливы, и Бэрон говорит: «Давай тоже поедим». Чинар любит есть гамбургер, приготовленный его отцом. Когда Акиф и Берфин гуляли под дождем после ужина, Акиф сказал: «Вы выглядите немного застоявшимся». Когда Берфин сказал: «Мне жаль, что у меня плохие отношения с матерью и братом, я чувствую себя немного разделенным на троих». «От меня у тебя кружится голова», — говорит Акиф. «Мы будем чаще гулять, и мне будет приятно тебя слушать». Затем, когда она хвалит Берфин, что она всегда красива, но сегодня другая, Берфин делает ей ответный комплимент. В то время как Дилан и Баран беспокоятся о том, заснул ли Чинар или его одежда осталась непокрытой, Чинар кричит изнутри и говорит: «Я не спал». Когда Бэрон говорит, что он повсюду, Дилан говорит: «ТСС, Бэрон, ребенок не должен думать, что он жалуется». «Баран, не пойми меня неправильно, я могу ждать здесь всю жизнь, но мне нужно быть лучше подготовленным к следующему разу», когда он говорит, Чинар выходит из комнаты и идет к раковине. Он снова входит в комнату, не обращая внимания на Бэрона и Дилана. Дилан беспокоится о Чинаре и говорит, что если он станет более замкнутым, я не хочу, чтобы наш сын больше грустил. Когда Дилан говорит, что эта ситуация трогает мое сердце, как ему больно и грустно, они говорят, что Бэрон со мной, но наш сын найдет свой путь, наша любовь будет вести его. Дилан кричит: «Сынок, мы ждем тебя здесь, приходи быстрее, хорошо». Пока Тарик грустит и размышляет о беспокойном Чинаре, к нему приходит господин Кудрет. Я спрашиваю Тарика Чинара, в порядке ли он, и хочу помочь ему, но не могу подобраться близко, не знаю, что делать, я не видел отцовства, поэтому могу знать, что такое отец. Господин Кудрет, с Божьей помощью вы будете очень хорошим отцом, это безусловная чистая любовь, это значит всегда желать делать то, что хорошо для вашего ребенка, вы на правильном пути, вы больше не ошибетесь. Когда Бэрон спрашивает Дилана: «Ты помнишь, ты прятался в кладовке, когда я была беременна?» Дилан отвечает: «Да, мне тоже нравилось это место, я читала книги нашему сыну, я знала, что ты меня слышишь, как он двигался, когда ты прикасался к нему, пока он был у меня в животе».
Дилан объясняет, что это было самое прекрасное и самое волнующее ожидание в мире. Во сне Чинар пугается и падает. Он оказывается рядом с сундуком и достает свои детские вещи, и последнее, что он находит, это его детская фотография с ними. Когда Дилан говорит, он пришел и все изменилось, кажется, мы ждали его много лет, Бэрон говорит, что мы все еще ждем и будем ждать. Мы очень красивая семья, нет ничего прекраснее его прихода в жизнь, а тебе, мне и нашим младшим братья говорят как о великолепном трио. Пока Акиф привозит Берфина в особняк, Джейда видит их через кухонное окно и подглядывает. Пока Берфин благодарит за еду, Акиф просит разрешения носить ожерелье, которое он купил для нее, говоря, «Я хотел, чтобы она это запомнила». Джейда фотографирует их вот так и говорит, что это фотография года, я поставлю ее в рамку. Когда Берфин благодарит его, Акиф прощается, его это очень устраивает, и они уходят. Когда Джейда приходит к Тарику и целует его в щеку, Тарик говорит ей, что у нее хорошее настроение. Джейда говорит, да, я сделала последнее приготовление к нашему отъезду, посмотрела в интернете очень хорошие вещи, затем садится на диван и смотрит на фотографию Берфина и Акифа. Дилан и Баран говорят, что наш сын – лучший подарок нам от Бога. Когда Чинар подходит к двери, чтобы пойти к ним, он смотрит на фотографию себя и его родителей в своей руке, подходит к ним и говорит, что Дилан и Баран проявили решимость. От твоей матери и их силы от твоего отца. Мы долго ждали твоего прихода, мы очень тебя любим, наш сын так вырос, и он представляет, что они целуют и обнимают Чинара по голове, говоря, что он очень красив, как и его отец, а его мать теплая и искренняя, это лучшие стороны нас обоих. Дилан и Баран очень взволнованы, когда Чинар выходит со склада с фотографией в руке и спрашивает, Миран ли я. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.